Всем привет, с вами Тандер, и сегодня мы поговорим о действительно огромном событии в игре War Thunder. Событие, которое ждали как первоапрельский ивент, но которое стало огромным тестом будущего режима и глотком свежего воздуха в воздушных боях. Ивент «Ядерная эскалация». Участвуя в ивенте «Ядерная эскалация», который будет идти с 1 апреля до 13, вы можете набрать 6 звезд, играя за США и СССР. Для каждой страны свой счетчик. Если вы действительно наберете нужное количество звезд, 5 штук и более, то вам будет доступен на аккаунт, то есть навсегда Ту-95М за СССР или Б-52H за США. Но награда это не главное, совсем нет, как я и сказал, самое главное это по сути новый режим для воздушных боев, в котором можно полноценно играть и прокачиваться, зарабатывать серебро. Да, фармить в этом событии очень прибыльно. Логика события изначально основывается на противостоянии, то есть у вас есть бесконечное количество спаунов, вылет ограничен только вашим серебром, и при хорошей игре вы даже не будете об этом помнить. В данный момент в событии две вилки ПБР: 10.3 12.0 и 11.7 13.0. Так вот, в чем же суть? Суть в том, что в этом ивенте сразу появляется огромное количество нововведений. ПРР, да, в игре появились противорадарные ракеты, о них чуть позже. Новый размер карты 256 на 256 километров, что довольно интересно. Полностью другая механика и логика работы миссии. Тут давайте объясню. Смотрите, у нас есть поле боя, так сказать, театр боевых действий. На карте есть аэродромы, комплексы ПВО, такие как Бук, С-300, Хок, Патриот, а также как статичные точки обороны с техникой, так и, так сказать, промышленные зоны. В них находятся склады и заводы. От складов топлива направляются колонны с техникой для перевозки топлива к фронтовым фабрикам. Из фабрик при наборе достаточного топлива появляется колонна бронетехники, которая уже начинает свое движение на врага, пытаясь прорваться к его складам и фабрикам, захватив их. При этом на карте есть еще, помимо новых ПВО среднего и дальнего радиуса действия, ОТРК и РСЗО, которые действительно стреляют по целям и приносят немало пользы, ездят перезаряжаться и живут своей жизнью в хорошем смысле этого слова. Все противостояние с точки зрения логики выглядит как реальное сражение, чувствуется живым. Все куда-то едет, захватывает, стреляет друг по другу и по вам, и вы действительно можете помочь прорваться своим колоннам техники к врагу, разорвать линию снабжения и уничтожить ПВО дальнего радиуса действия, тем самым освободив небо для вашей команды. Такая ПВЕ насыщенность дает огромный стимул для, казалось бы, уже мертвого в авиабоях класса штурмовиков, которые, задыхаясь, могли жить только в танковых боях. Важным является и то, что ПВО в этом режиме действительно представляет опасность, да еще какую. Конечно, на начальных порах и немного не сбалансирован, но концепция уже есть. Чтобы эффективно прорваться и кратно улучшить положение команды, нужно действовать обдуманно. Тут мы подходим к важному пункту. В режиме для игрока доступно тактическое ядерное вооружение. Для СССР это МиГ-23 МЛД с бомбой РН-28 на 5 килотонн и Су-24М с РН-40 на 30 килотонн. Для США это F4E и А7Е, мощность бомб такая же. Ядерное вооружение тут играет просто огромное значение, благодаря нему можно эффективно и быстро уничтожать большое скопление противника на земле, уничтожать промышленные узлы или расположение ПВО среднего и дальнего радиуса действия, при этом визуально все это выглядит просто потрясающе. К ядерному вооружению добавляется и ПРР. Противорадарные ракеты наводятся на РЛС, работают в данный момент достаточно топорно, то есть вы активируете головку самонаведения ракеты, и она ловит самое сильное излучение в секторе, захватывает его и при пуске полетит в этот источник излучения. Многие не совсем понимают, что ПРР это не какое-то чудо-оружие, его надо верно применять. Чем ближе вы находитесь к цели, тем лучше, и не забывайте, что радар у цели должен быть включен, иначе ПРР потеряет сигнал и не попадет. Совокупность насыщенной живой ПВЕ составляющей, которая влияет на поле боя, а также новое вооружение подталкивают к кооперации. Шутка ли, что люди действительно летают, обходят ПВО в рельефе, вырезают важные цели, такие как склады топлива, фронтовые фабрики, укрепления, уничтожают ОТРК и РСЗО, и все это происходит само собой. Вы просто не представляете, как приятно видеть не тупое, уже надоевшее лично мне месилово в загоне на ножах, где просто куча мала и вечное ПВП. Кто-нибудь вообще помнит о наземных ботах ВРБ? А тут наземная война тоже влияет на картину боя и действительно весомо, хотя есть что улучшать. Ядерное вооружение доступно за определенные очки. ОВ 5 килотонн за 250 ОВ и 30 килотонн за 500 ОВ. Так что глупо тратить и спамить будет затруднительно. Кстати, 30 килотонн способна мгновенно уничтожить
уничтожить аэродром врага, все кроме главной базы. 5 килотонн нужно 3 штуки на аэродром, но тоже можно. Так что игроки, видя F4E или Су-24М, 23 МЛД, обычно сразу стараются уничтожить потенциальную угрозу. Тем более аэродромы не восстанавливаются, и потеря ближних точек спауна страшно сказывается на эффективности команды. Закончить бой в этом ивенте можно не просто по очкам. Нет, тут есть кое-что новое. Как раз те самые стратегические бомбардировщики с вооружением в мегатонны. Долетев до вражеской базы на этих монстрах, вы сбрасываете ядерную бомбу и уничтожаете базу, тем самым выигрывая для вашей команды игру, хотя и долететь тоже нужно суметь. Дело в том, что сразу взять ЯО нельзя, нужно дождаться определенного уровня ядерной эскалации, всего их 3. На первом доступно только 5 килотонн, на втором 30, а на третьем вылет на стратегическом бомбардировщике. Кстати, стоит вылет 2500 ОВ. В целом не особая проблема, но поиграть надо, да еще и базу могут охранять вражеские игроки, которые, понимая опасность, будут патрулировать высоту. Недавний пост Вячеслава Буланникова рассказал, что данный режим это не просто смешной ивент, а именно что тест будущего режима игры. Конечно, предстоит много работы и улучшений, но направление задано, и судя по реакции игроков, это верное направление. Лично я сам ждал воздушного противостояния много-много лет, и теперь, когда я прикоснулся к нему, даже в ограниченных на данный момент условиях, я получаю наслаждение от масштаба и того, что происходит, как ощущается бой, как ощущается свобода в действиях. Кстати, давайте немного про тактику и советы. Для начала стоит понять, что ключевой момент, кроме, конечно, в тупую всех перестрелять 3000 раз, победить тактически. Для этого, безусловно, в первую очередь задумайтесь над уничтожением вражеских колонн или промышленных зон врага. Без них они не смогут производить наземную технику, и ваше наступление постепенно победит. Жаль, что в данный момент они очень быстро перезаряжаются. 5 минут — это, по-моему, мало. Далее стоит помнить о важной составляющей. Приоритетная цель — это вражеский аэродром, ведь уничтожая место появления врага, вы сильно растягиваете его путь до поля боя, давая себе больше свободы. За этим всем стоят места размещения ПВО дальнего боя. Хок и Бук на более тактическом уровне и Патриот с С-300 на более стратегическом. Уничтожьте эти комплексы, если хотите позволить своей команде свободно чувствовать себя в небе и на высоте. Это действительно сильно облегчает игру. Кстати, комплексам не обязательно уничтожать всю технику. Достаточно уничтожить их РЛС наведения, и они ослепнут. Но помните, что у Бука надо уничтожить все машины, так как у каждой из них, даже у ПУ, есть РЛС захвата. Отмечайте паттерны полетов игроков в игре. Выискивайте наиболее свободные для полета места, и штурмовка позволит вашей команде доминировать. Кстати, не забывайте про режим CCRP, он же кабрирование. Поставив точку в нужное место, вы сможете сбрасывать точно бомбы, не подвергая себя опасности или снижая уровень. Как пользоваться этим режимом, у меня есть видео. Безусловно, я хочу сказать, что этот режим для меня является очень крутым и долгожданным. Если вам не нравится это событие, то извините, вы не понимаете, что происходит и о чем идет речь. Вы должны понять, что это тест будущего развития игры, и только потому, что у многих нет топовой техники или они не знают, как играть, не нужно говорить, что событие плохое. Возможно, следует разобраться или, по крайней мере, не создавать негатив в столь ярком и прекрасном луче в светлое будущее авиационных боев. Я с нетерпением жду развития этого режима. От разной погоды и более широкого диапазона времени суток до добавления новой техники, улучшения логики и ПВО. И да, можно придумать столько вещей, что на их перечисление уйдут часы. Я искренне рад развитию игры и желаю, чтобы разработчики смогли реализовать все свои идеи, а мы, как игроки, будем наслаждаться новым режимом. Всем спасибо за просмотр, заходите на мой сайт с полезной информацией по РЛС и ракетам в игре, ставьте лайк и подписывайтесь, оставляйте комментарии со своим мнением о режиме, а мы увидимся в следующем ролике.